Всем привет, это Анна. В этом видео хочу поговорить о знании, которое реально поможет вам добиться любой цели. Кстати, именно оно помогло мне выучить корейский язык, регулярно заниматься спортом и регулярно медитировать. И вам оно поможет преодолеть то самое время, когда случается блок и вы бросаете начатое. Итак, вы активно начали изучать английский язык или бегать по утрам, изучать маркетинг, либо финансы, да, у каждого свое. Чувствуете себя круто, чувствуете силу, что вы на все способны. И потом что-то случается. Это что-то может быть, с друзьями хорошо погуляли, или поели чего-то тяжелого и сладкого, я не знаю. Вдруг лень какая-то наступила, заболели, простудились и так далее. И вы возвращаетесь обратно к своим старым привычкам, старому поведению. Потом в какой-то момент вы такой, нет, обратно, в путь, да, за лучшей версией себя, и потом обратно, скатываетесь обратно к старой версии себя, да, к старым привычкам. И когда вот этот процесс постоянно повторяется, в какой-то момент вы просто чувствуете бессилие, да, какой-то пессимизм, вера в себя падает, и чувствуете себя, что ли, неудачником. Я думаю, всем это знакомо, это происходит абсолютно со всеми. Я на самом деле не знаю ни одного реального персонажа, да, с которым бы это не случалось. И более того, все самые умнейшие люди нашей планеты даже планируют такие времена заранее. Так что это за время? Я на самом деле даже дала свое собственное название этому времени. Я называю это откат к старым настройкам. То есть это когда ты вроде как скатываешься к старой версии себя, к своим старому поведению, старым привычкам. И так вот, чтобы преодолеть это время, нужно просто знать, почему это происходит. А происходит это, бросаете вы какое-то начатое не потому, что с вами что-то не так, не потому, что у вас силы воли или недостаточно силы характера, да. Сейчас расскажу, почему это происходит. Итак, у каждого из нас есть свой внутренний термостат. И он определяет, как сильно мы можем испытывать какие-то эмоции, такие как счастье, любовь, гордость, креативность и так далее. И также настройки негативных каких-то эмоций. А все эмоции у нас это энергия. Так вот, когда мы достигаем лимита какой-то эмоции, какой-то энергии, мы неосознанно делаем что-то, чтобы вернуться к прежнему уровню, к той энергии всех наших клеточек, которая знакома и безопасна. Потому что все, что новое, это небезопасно для сложившейся годами уже системы всего нашего организма. И вам будет казаться, что это вы осознанно типа начали лениться или как-то негативно думать, или вдруг, когда на улице холодно, вдруг оделись как-то легко и заболели, конечно, накинулись на сладкое, тяжелое, и потом лень чувствуете, и, конечно же, не начнете это дело. Или появляется такая серия негативных мыслей, да, на самом деле, она шаблонная, у всех практически одинаковая. Я бы все равно не смог это добить до конца, у меня способностей к этому все равно нету, да, другим это легко дается, а мне слишком тяжело, я бы не смог это до конца довести. И мне, в принципе, так нормально, да, и так хорошо, зачем мне этот навык? Это все признаки отката к старым настройкам. Эти мысли не вы, это не то, что вы хотите. Дело в том, что на пути вот к вашей позитивной перемене создается вот эта серия негативных мыслей, которая возвращает вас назад, вот к тому знакомому ощущению, к тем знакомой энергии, которая безопасна. Но на самом деле это не то, что вы хотите. И очень важно понимать, что это точно произойдет. Есть такая крутая книга Mastery. Кстати, реально рекомендую для чтения. Это очень мощная книга, очень много инсайтов в ней. И в ней есть такой поинт о том, как разные типы людей на пути к успеху, да, на пути к тому, чтобы стать мастером в каком-то деле, откатываются к старым настройкам. Я сейчас брошу вот сюда вот картинку из этой книги. То есть нам в идеале нужно быть как на картинке 3. Начать какое-то изменение и кайфануть от результатов, да, каких-то, и потом быть готовым к откату назад. Кстати, очень важно полюбить рутину, потому что довольно часто, начав какое-то новое дело, мы не видим очень, вот когда уже проходим этот результаты, вот сюда вот, да, мы не видим результатов довольно долго. То есть нужно полюбить вот эту рутину, что мы делаем это новое дело каждый день. И быть готовым к откату, к скольжению назад. Чтобы не получилось, как на картинке 1, да, то есть совсем забив на мечту, или как на картинке 2, каждый раз начинать новое дело как будто с нуля.
Это реально огромная сила понимать, что ваше сознание будет сопротивляться переменам без вашего осознанного участия. Уже огромнейший успех, если вы поймали тот момент, когда думаете негативно. Попробуйте замедлиться и остановиться. Подумайте, может быть, это один из признаков, о которых я слышал от Анны. Может быть, это признак отката к старым настройкам. И попробуйте спросить себя вот что. Окей, это одна сторона в переговорах, все эти негативные мысли. Теперь давайте исследуем другую сторону. Что может быть хорошего в этой ситуации? Как я могу ее использовать? Гигантский успех, если вы допустите возможность, что вы расстроены не по той причине, по которой вам кажется. На самом деле даже эта мысль расширяет сознание и ломает транс, в котором вы находитесь. Ну, возможно, вы знаете, что 95% нашей жизни идет из программ от нашего подсознания, которые, кстати, были записаны до 6 или 7 лет нашей жизни. И только 5% мы реально творим что-то, создаем новое каждый день. А новые программы записываются через практику и повторение. Поэтому каждый раз, пережив вот этот откат к старым настройкам, будет легче и легче вернуться вот к нашему новому делу, да, новой версии себя. Просто когда вы столкнетесь вот с этим состоянием, когда процесс совсем не идет, и появились такие мысли, типа, я бы все равно не смог, да, я слишком неумный для этого, ума не хватит, либо так и знал, языки не мое, или бегать по утрам вообще не мое. Как только вот такие мысли появляются, пожалуйста, вспомните меня, что все эти мысли — это нормально, они возникают естественно на пути к вашему успеху. Это сознание пытается вас защитить, вернуть вас к привычному и безопасному. Мой совет: когда такие моменты приходят, в принципе, можно допустить вот эти все вредные привычки, да, которым захочется вернуться. Можно с ними пострадать так вечерок, возможно, день, но не более, и потом возвращаться обратно на свой путь. На самом деле, можно сказать так, что главная цель — это поменять программу нашего подсознания. Кстати, еще важные способы менять программу нашего подсознания — это через медитации и гипноз. Но об этом не в этом видео. На самом деле, эта тема откат к старым настройкам для меня одна из самых наболевших, потому что я бросала рутину заниматься спортом, рутину заниматься корейским уже столько раз. И только вот после долгого, глубокого изучения этой темы я наконец-то перестала бросать все эти дела, и вообще этих откатов у меня сейчас не происходит. Просто когда ты понимаешь, что это не ты какой-то не такой, да, это наше сознание пытается вернуть нас к базовой, привычной какой-то настройке. И тогда вернуться назад, обратно на путь к лучшей версии себя намного легче. Кстати, я хочу порекомендовать вам книжки, да, на эту тему, если вы хотите тоже поглубже разобраться, да, почему это с вами происходит. Это The Big Leap. На самом деле это моя любимая книга, реально, прям рекомендую всем. Она поможет вам просто оторваться сразу вообще в разы от того состояния, в котором вы находитесь. Она помогла мне. И Read Deep. Тоже мощная книжка, очень маленькая. Я, кстати, не уверена, что они есть на русском. Если кто-то идет, я буду очень признательна. Ссылки на английские версии будут ниже в описании. И последнее. Я хочу сказать, что я точно понимаю, о чем я говорю. Так как я постоянно что-то изучаю, читаю и стараюсь применить советы из книг. И плюс, я хочу привести такой пример из своей жизни. Я недавно начала записывать видео на YouTube, вот эти самые. И для меня это пока не вошло в рутину, да, это не привычка, мне иногда тяжело себя заставить, и для меня это реально челлендж, да. И я заметила, иногда происходят такие смешные моменты, когда я сажусь записывать это видео, мне иногда становится даже так тяжело говорить, энергия иногда просто вот так вот исчезает настолько, что мне просто хочется прилечь и ничего не делать. Хотя до этого мне было просто прекрасно. Куча энергии, самочувствие просто замечательное. Как только я сажусь за эту камеру, бум! И на самом деле мне смешно. И очень часто происходят такие моменты, что я как-то странно планирую день, что не получается у меня сесть за эту камеру. Но все происходит так, как-то случайно, типа, что у меня не хватает времени этим заняться.
И мне на самом деле смешно, потому что я понимаю, что это как раз и есть откат к старым настройкам. Это мое сознание пытается меня предотвратить вот этот вот самый момент, новое дело, потому что это что-то новое и небезопасное. Вот этот разговор, да, на камеру, это непривычно, это что-то новое, такую энергетику еще мое, мое энергетическое поле еще не знает, да, и оно ее отвергает пока что. Поэтому все через практику и повторение. И так как вы видите, что я до сих пор записываю эти видео, реально, это знание, когда ты знаешь, что не с тобой что-то не так, да, а что это твое сознание пытается тебя защитить, оно пытается вернуть тебя к прежнему настройке, на прежней версии тебя. И поэтому как-то вернуться и начать вот это вот дело, которое ты начал, намного проще. Вот на этом все. Всех люблю, обожаю. Пока.